Друзья, добрый день. Мы всегда видим только красивую сторону готового бриллианта или готового изделия. Об обратной стороне, об убытках, о потерях финансовых мало кто рассказывает. Я занимаюсь добычей, переработкой, огранкой, сертификацией, изготовлением бриллиантов и дальнейшим их продвижением на разные рынки. На примере трех кристаллов, трех алмазов, я вам расскажу об убытке почти 10 тысяч долларов. И об обратной стороне данного алмазного бизнеса. Многим кажется, что процесс добычи и переработки огранки алмазов в бриллианты очень прост. На самом деле он трудоемкий и сложный процесс. Тонкостей в этом деле огромное количество. По одной по той причине, что ты работаешь в плохих условиях природных. Она тебя испытывает на жару, на влажность, на дожди ливневые, на обсыпание карьера, которым ты работаешь, на отсутствие медицинской помощи, если вдруг что-то произойдет, потому что ты очень далеко, и там сотовой связи нет. И добраться в большинстве своих случаев до хорошего сырья, еще те приключения. Мой временный офис без секретарш, переводчиков и стоек регистрации. Нужно обязательно или пешком несколько часов идти, или на мотоцикле ехать какой-то промежуток времени, на кроссовом мотоцикле. Также доставляются и продукты туда, также доставляется и солярка, дизель. Почему? Потому что большинство техники работает на дизеле. Без специальной техники нельзя заглянуть в структуру алмаза. Приходится подручными средствами. Это специальное освещение, лампа 6500. Это лупа, это УФ-лампа. Еще мы кладем пробирку, наливаем спирт и смотрим, пытаемся заглянуть вовнутрь кристалла. Что может произойти, когда у тебя такой техники нет? Мы получаем убытки вместо доходной части. А дефекты, трещины, включения зачастую просто скрыты от глаза. Это несет огромные потери. Та техника называется сонар, и можно заглянуть вовнутрь кристаллы. А мы будем видеть уже все дефекты, которые есть в этом кристалле. Я вам расскажу сегодня про 3 алмаза, которые были мной приобретены у сторонних шахтеров. Мы работаем со сторонними старателями, шахтерами. Почему? Потому что материал, который приносят они, он находится в разных точках у них шахта. И мы имеем информацию первичную, да? Почему у сторонних шахтеров? Потому что та шахта, которая у меня есть, она приносит в одной местности только добычу. А когда ты приобретаешь с разных районов материал, ты получаешь информацию первичную от шахтеров непосредственно. Где-то добывают мелкие, где-то крупные, где-то цветные, где-то синие, где-то зеленые. Самое главное информация. Был приобретен алмаз 2,96 карата. Неплохой, хороший, на первый взгляд. Не было дефектов, мы их не увидели. Я приобрел этот кристалл около 3000 долларов. Хочу сказать, что все 3 кристалла были огранены не у того специалиста, с которым я работаю, а у нового, которого рекомендовали, у которого был сканер. Ему было предложено 8 кристаллов, выбрали 3 кристалла. Все думали, что будет КР-57, круглый, прекрасный, хороший. Данный кристалл мы планировали, что будет он не менее 1,5 карата. 1,5 карата достаточно хороший кристалл, и по цвету, и по чистоте должно было все хорошо. Но тогда, когда мы получили его обратно, даже вспоминать не хочется, вот честно говоря. 1,17. Перегретый кристалл, неубранные включения, кривожопая огранка. Этот кристалл был поставлен на сканер. Сканер выдал соответствующие рекомендации. Все было подписано, оформлено. Посмотрите, что получилось. Это перегрев, то есть когда спешат и руки растут из одного места. Исходный материал 2,960, почти 3-каратный кристалл. Мы получили кристалл 1,17 каратом. Он был с огромным включением, он был грязный, цвет у него грязный. Скорее всего, специалисты, которые работали с этим кристаллом, неграмотные. Этого человека рекомендовали нам, и гарантии никто здесь не дает. Переогранке он не подлежит, от слова совсем. Что мы делаем? Идем к самому дешевому ювелиру, укупаем серебром и делаем перстень с обсыпкой. Мы не компенсируем 100%, мы даже 50% не компенсируем, но 30% мы заберем. То есть мы плохой камень вставляем в дешевое, недорогое
изделия из серебра и продаем на местном рынке. Деньги пускаем в оборот, потому что за огранку я заплатил $250, и камень обошелся вместе с огранкой около $3000. Это большие деньги. Если я получу оттуда $1000, ну это огромно, это будет очень хорошо. Но, скорее всего, я получу $500. Но сертификацию мы не делали на такой кристалл. Он не нужен, потому что, ну, криво ограненный зачем? Убыток? Убыток. Едем дальше. Второй кристалл у нас 2,24. Желтоватый окатыш. Лучше с такими камнями алмазами не работать, потому что у него очень толстая рубашка, и заглянуть вовнутрь без окошка нельзя. Как-то я вам показывал синий окатыш, все кричали «Вау, вау, вау». Во-первых, он не ювелирного качества был. Внутри, когда уже в иммерсионном микроскопе я его осматривал более детально, синева была только поверхностной рубашки тела, и при огранке он бы развалился. Посмотрели, поработали, первичный осмотр сделали. Мы думали, что это будет круглый бриллиант, не менее 1 карата. Ну что мы получили? Еще один пример, как не нужно делать. Круг, желтый на цвет, 1,01 карата. Материал весь трещиноватый, пропорции не соблюдены. Почему трещиноватый? Потому что перегревали, потому что бежали куда-то, гнали, не давали остыть кристаллу. Почему пропорции не соблюдены? Да потому что это даже не ученик. Это подмастерье, видимо, схватил и попытался что-то сделать. А мы сделали изделие и мы продали. Да, мы получили около $1000 возврата. Но я-то потратил на это, извините, более $3000. И самое интересное, что таких камней на Борнео огромное количество. Они называются соль и перец. И если кому-то надо, в больших количествах, мы можем вам поставлять такие кристаллы. 3,43 карата. Мой любимец. За него я отдал практически $5000. Дорого. Ну, что делать? Понравился. Результат мы видим. 1,52 карата. Внутри кристалла как было, так и осталось крупное включение. Его видно. Камень гнали в перегон, спешили, и он трещиноватый у нас. А исходный материал, извините, 3,430. Это очень крупный кристалл. Мы получили 1,52 карата, кривая огранка, огромнейшее включение. Да, она не выходит на поверхность, но она на площадке. На местном рынке такие кристаллы пользуются спросом. Самое интересное, что на Борнео мужчины носят большое количество бриллиантов, изделий. Я показывал на днях перстень, купили 2-каратную мелкую обсыпочку, сделали, продали за $1000. Убыток более $4000 на одном камне. И вот посчитайте, какая прибыль у меня получилась с этих 3 кристаллов. Шахтеры не специально приносят такой материал. То, что они добыли, они сразу несут продавцам. То есть, ну, я в том числе выставляю покупателя. Они не знают. Добыли, вечером притащили, отсмотрели, продали, побежали домой, дали копеечку жене, поделили между собой, купили солярки, дизеля, масла, еды и опять в горы куда-то или там на добычу. Одно могу сказать, что средняя стоимость 1 карата составляет около $2000. В первом слое, который у нас присутствует и на котором мы можем тут только работать, без специального оборудования, только такие кристаллы. Редко встречаются крупные кристаллы, редко, очень редко. В этом году я практически не держал крупных кристаллов, потому что огромное количество шахтеров ушло на добычу золота. Мы считали раньше, что просто придя в магазин, можно приобрести красивый камень. Он будет обрамлен очень красивые изделия, но те камни, которые продаются уже в изделиях, они не являются идеальными камнями. Они не являются идеальными бриллиантами, алмазами, кристаллами. Это ширпотреб, по-русски говоря. Правильный подбор тогда, когда подбирается камень. Не имеет значения, это будет бриллиант, алмаз, сапфир, рубин или любой другой гранат, там, шпинель, любой кристалл. После того, как вы приобретаете тот кристалл той формы, той каратности, которая вам нужна, вы уже изготавливаете и заказываете свою ювелиру, знакомого ювелира или где-то в других местах уже изделие. Будет это перстень, подвеска, сереж или колье, или браслет. Не имеет значения. На все нужно личное понимание, что ты хочешь. У нас есть в наличии ограненные бриллианты разной каратности,
от 0,51 карата до 2 карат. Кто-то может быть на алмазы. Алмазы тоже в кристаллах, их вставляешь в изделие, они тоже шикарно смотрятся. Хочу сказать, что у нас в ближайшее время выйдет видеоматериал по второй партии бриллиантов, отсертифицированных, ограненных. И вы сможете к Новому году и вообще просто приобрести себе хороший, качественный материал в виде бриллиантов. Кто захочет изделие получить, получит и изделие. Всем удачи и всех благ.